Всех приветствую на своем канале. Этот обзор я хочу посвятить модели грузового автомобиля ZIL MMZ 555 в масштабе 1 к 43. Данный автомобиль производился с 1986 по 1995 год на заводе Электроприбор в городе Каменец-Подольский. Реальный самосвал ZIL MMZ 555 выпускался с 1964 по 1981 год силами Мытищинского машиностроительного завода на базе модели ZIL 130D1. Самосвал представляет собой универсальное транспортное средство, предназначенное для перевозки различных грузов в сельскохозяйственной и промышленной сфере. Грузоподъемность этой машины составляет от 4,5 до 5 тонн в зависимости от модификации. На базе данной модели были созданы автомобили для многих отраслей сельскохозяйственной, военной, строительной и других. Масштабная модель ZIL MMZ 555 была сделана почти полностью из металла. Пластиковыми частями в разные периоды производства могли быть разные детали. Постоянно пластиковым было только стекло в кабине. Также могло быть и с металлическими частями, которые впоследствии становились пластиковыми. Открывающимися частями у данного самосвала был капот и откидной кузов, у которого еще был подвижным задний борт. Для подъема кузова модель комплектовалась гидроцилиндром, который крепился за раму и за кузов. Модель ZIL MMZ 555 за время производства подвергалась многим изменениям, которые были обусловлены как удешевлением производства, так и унификацией с другими моделями, например, с ZIL MMZ 4502. Этот ZIL является одной из немногих советских моделей, о которой можно найти на форумах огромное количество подробной информации по хронологии ее производства и изменениям, которые вносились в конструкцию. На сегодняшний день в ходе исследований коллекционеров стало известно около 17 разновидностей ZIL MMZ 555, у которых есть различия в каких-либо деталях. В этом обзоре я не буду рассматривать абсолютно все изменения в конструкции, а расскажу лишь об основных деталях, которые менялись со временем. Эти детали помогут отличить более ранние модели от поздних. Самые ранние модели 1986-87 года выпуска отличались прежде всего такой деталью, как передняя решетка. Она была металлическая, цельная, без прорезей и без вставных фар. Из-за этой решетки модель прозвали «Слепыш», и ценится она у коллекционеров дороже всего. Также ранние модели комплектовались гидроцилиндром для поднятия кузова, у которого цилиндр был металлический. У ранних моделей диски колес были металлические, а задние были раздельные. Кардан и мост были пластиковыми и отдельной деталью. Стекло в кабине было без дворников, а капот на двух петлях. На днище под бампером был нанесен логотип завода и буквы ЦРК, которые предназначались для указания цены. Сама цена указывалась на бумажной этикетке под козырьком кузова. Ранние модели также еще могли между собой отличаться расположением дверных ручек и петель, формой крыши кабины, углублениями и выступами вентиляции. Позже на моделях 1987 года стала ставиться уже пластиковая решетка радиатора со сквозными прорезями и фарами. Некоторое время продолжали устанавливаться металлические диски колес и цилиндр на подъемном механизме. Под бампером появляется указание цены 5 рублей 30 копеек, которая позже окончательно исчезает и больше не появляется там. На границе 1987 и 1988 года модель получает больше упрощения, и теперь на нее начинают устанавливать серые пластиковые диски с заглушками на оси, которые позже становятся черными. Гидроцилиндр становится полностью пластиковым, а на лобовом стекле появляются дворники. Позже на кузове под козырьком появляются технические надписи, которые впоследствии могут пропадать, меняться местами или добавляться. Там мог быть нанесен логотип, цена, масштаб, марка и надпись «Сделано в СССР». Между 1989 и 1990 годом начинают происходить изменения в конструкции капота и кабины. Капот уже крепится не на две, а на одну петлю. Цельнометаллическая заклепанная рама заменена на сборную, у которой кардан и мост литые, а не отдельными деталями. При этом пропадает литой металлический двигатель, который заменил пластиковый съемный с радиатором. Клепанная кабина заменена на винтовую.
На самых поздних моделях 90-х годов пропадает на кузове надпись «Сделано в СССР», и общее исполнение модели становится заметно хуже. Это касается прежде всего покраски и изготовления отдельных деталей. Задние сдвоенные колеса становятся цельными. Кроме перечисленных деталей, изменениям за весь период производства могли еще подвергаться ребра жесткости на кузове и кабине, воздухозаборник на капоте, крепление гидроцилиндра, салон кабины, заглушки, стекло кабины. Коробок на эту модель могло быть несколько вариантов, которые отличались как по дизайну, так и по техническим надписям. Также были двойные и тройные варианты коробок в комплекте с моделями ZIL-4502 и ZIL-130. Модель в моей коллекции родом из моего детства. Ее мне подарил мой брат, когда мне было лет 10-11. Коробка от модели сохранилась, и потому с уверенностью можно сказать, что год ее выпуска февраль 1990 года, если судить по штампу. Мой ZIL 555 идет еще с карданом и металлическим двигателем, но капот уже на одной петле, то есть это переходной вариант 89-90-х годов. Цена на ZIL 555 начинается от $15 за модель без коробки в хорошем состоянии. Коробка немного прибавляет к стоимости, но незначительно. Несмотря на огромное количество разнообразных отличий между моделями, на цену это практически никак не влияет. Конечно, дороже будет стоить ранняя модель с цельной решеткой, и ценник может доходить и до $100. Могут отличаться от средней цены $20-30 модели ярких цветов или с какими-то надписями и наклейками. В других деталях ZIL 555 особого ажиотажа не вызывает. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Надеюсь, было интересно и познавательно. Если есть какие-то дополнения по этой модели, пишите в комментариях. Я описал далеко не все отличия, так как их очень много, судя по разнообразным статьям на форумах. Всем мирного неба над головой и до новых встреч!